Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать вот такую заготовочку. У меня эта заготовочка под подушку, но в этой технике вы можете сделать абсолютно любое изделие, которое вы давно хотели сшить и, возможно, не знали, не могли подобрать ткани. Здесь точно вашей фантазии есть где разгуляться. Итак, приступаем. Итак, для заготовочки нам потребуется самый тонкий наполнитель. У меня это Slimtex сотка. Можно заменить соткой синтепоном или любым другим. Далее ткань. Ткань у меня хлопчатобумажная, размер заготовки 34 на 34. Вы берете то, какой вам нужен размер. Далее органза. У меня просто самая обычная белая органза, которая переливается. Далее вот такие нарезки. Я нарезала из самых-самых маленьких, малейших лоскутков. У меня здесь просто кружочки разные, самые маленькие, даже вот такие, и звездочки. Нарезала я их с помощью линеечки, обводила и вырезала. Вот такие кружочки разные. И у меня вот такая вот большая еще линеечка. Здесь я использовала вот этот большой круг для кружков побольше. Вот такие кружки белого цвета, это без разницы. И так как на линейках звездочки у меня не было, я вот вырезала шаблончик такой и вырезала звездочки по нему. Далее, по желанию, если хотите, можно использовать вот такие ниточки. Они блестящие, сделают вашу работу очень оригинальной. Итак, как я делаю заготовки маленькие? Я беру абсолютно любые, это я еще для видео взяла очень большие кусочки. Можно намного меньше брать, если они есть. Зачем их хранить? Давайте к Новому году утилизируем старое и сделаем новое. Итак, я просто ручкой, исчезающей от горячего, продается в обычных канцелярских магазинах. Ее отличительная черта вот такой наконечник. Многие в канцелярии не знают, что она исчезает от утюга, просто исчезающая ручка, она стирается на бумаге. И я на каждом лоскутке вот просто обвожу эти круги. Если остается какое-то маленькое место, да, можно маленький кружочек нарисовать. И все это потом вырезаю. Если вот такая ткань потемнее, да, вот сзади она светлее, я рисую сзади, что проблема. Потом эти лоскутки я все проглажу. Ручка отойдет, исчезнет. И все будет хорошо. Ну, идею вы поняли. Нарисовали, вот, допустим, звездочка у меня, да, я вижу, что у меня здесь целый кружочек-то еще влезет. Вот выбираю по размеру. Еще и кружочек отсюда вырежем. Я на лоскутке рисую, потом все это вырезаю. Приступаем к сборке. Итак, мы берем сначала тонкий наполнитель, затем ткань основы и начинаем творить. Так как у меня есть вот такие побольше кружочки, я начинаю с них. Их можно выкладывать каким-то логическим образом, можно не очень логическим. Это не имеет никакого значения, как вам нравится. Так и поступайте. После того, как я выложу большие, я приступлю к маленьким. И здесь, конечно, очень увлекательный процесс. Очень интересно этим заниматься с детками. Им такое нравится. Итак, я беру свои маленькие и начинаю вдохновляться. На этом этапе мы выкладываем вот эти все наши изделия. У вас могут быть не обязательно кружочки, звездочки, это могут быть ромбики, треугольники, да вообще цветочки. Может быть, вы вырежете цветочки из принта ткани, вообще все, что угодно. Я показываю технику и способ ее исполнения, а вы уже включайте фантазию и, конечно же, творите. Это очень увлекает, это просто волшебная техника, и те, кто видели мою заготовку вживую, думали, что я купила готовое полотно.
и собираюсь что-либо с него сделать. Никто не верил, что это несколько слоев ткани и тем более кусочки, обрезки от шитья, которое есть у каждой. Итак, когда наша композиция выложена и визуально вам все подходит, вам нравится, я считаю, что у меня детали выложены достаточно жиденько, можно было бы еще, но так как мне нравится сочетание, вот сама ткань мне вот это не очень нравилась, а вот когда я выложила вот так, мне нравится это сочетание. Еще смотрите, чтобы один цвет не концентрировался в каком-то одном месте, то есть, допустим, вот мои звездочки, да, вот 3 красных, они вот в разных местах, вот здесь 2 черных, но они здесь компонуются, поэтому, ну вот, мне нравится то, как здесь все лежит. Дальше я буду использовать вот такой вот релексовую нить. Это по желанию, если вам нравится, используем, если нет, оставляем так. Так как заготовка у меня все-таки новогодняя, я решила, что эти ниточки не будут лишние. Я использовала 3 цвета: серебристую, золотистую и такую она разноцветная, но там больше зелени. Следующий этап нам нужно покрыть это все органзой. Я взяла немного больше кусочек, чем заготовочка органзы, так как органза это нестабильная ткань, и при стежке она хочет куда-то убежать. Поэтому я беру всегда с запасом и накрываю. Теперь я скалываю и достаточно часто скалываю, не жалея булавочек, вот прям по нашим заготовочкам все скалываем. Здесь на этом этапе, чем больше вы сколите этот сэндвич булавочками, тем надежнее будет держаться весь ваш рисунок. И как вы видите, ну, у меня это очень часто, и результатом я довольна. У меня нет наплывов, то есть защипов при стежке не образуется, и это только благодаря тому, что очень-очень много булавочек. Только таким способом вы добьетесь того результата, который хотите. Еще раз хочу заострить ваше внимание, посмотрите, насколько близко друг к другу находятся у меня мои булавочки. Скрепить нужно, ну, как можно чаще. Вот я вам покажу изнанку. Ну, то есть очень часто я даже так не скрепляю иногда свои сэндвичи, которые я стягаю. Но именно эта техника для того, чтобы все осталось именно в том виде, в котором вы выложили, вы старались, да, вот видите, вот выпала у меня одна, ну, я сейчас ее подсуну, как бы, вот здесь, видите, не закрепила, вот она у меня и хотит выпасть. И, конечно же, это залог вашей успешной заготовки. Итак, после того, как мы все скололи, мы идем к машинке делать стежку. Как вы видите, стежку я начинаю делать со середины, просто проходя ровной линией. Далее я поворачиваю сэндвич в любом направлении, под любым углом. И вот таким вот хаотичным образом простегиваю абсолютно всю заготовочку. Ну, все зависит, конечно же, от ваших пожеланий. Можно сделать свободно ходовую стежку, можно художественную, какую хотите. Это зависит от вашей фантазии. Можете каждый кружочек пристегивать отдельно. И все как вам нравится. Конкретно эту заготовку я стягала обычным полиэстером для шитья. Здесь мне хотелось сверху не делать акцент на стежке, а сделать акцент именно на заготовке. И длина стежка у меня здесь 3,5 миллиметра. Ну вот, заготовочка готова. Еще последнее, что хотела бы сказать, это что я сделала отстрочку по всему периметру, по краю, для того, чтобы когда я обрежу лишнее, край не лохматился, ничего никуда не убежало, ни стежка не разошлась, ничего. Стежок у меня здесь 2 миллиметра. И про заготовочку в целом я хочу поделиться с вами своими эмоциями, их, конечно, много. Это, во-первых, невероятная вещь, потому как ее невозможно повторить на самом деле.
у вас не получится, как у меня не получится, как у вас. Каждая ваша заготовочка будет особенной, эксклюзивной, не похожа на предыдущую. И, конечно же, вот эта ниточка, она придает такую вот новогоднюю атмосферу, что ли. Если ее не использовать, возможно, она не будет новогодней, но почему бы и нет? Конкретно эту заготовочку я делаю под подушечку, но также в этой технике я рекомендую попробовать сделать для бутылки торбочку, которую я снимала, есть мастер-класс, ссылку дам. И, конечно же, вообще это кладезь для находок. Любая ваша идея может воплотиться вот с такой заготовочки. Конечно же, вы посмотрите, какие здесь крошечные лоскутки. И вот какая прелесть получилась в итоге. Ну что ж, спасибо за просмотр. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И всего самого-самого хорошего. Всем пока-пока.